Февральская революция во Франции в 1848 году разожгла беспорядки по всей Европе. Не стало исключением и Австрийская империя. Весной вспыхнуло восстание в Вене. Императору Фердинанду I пришлось пойти на уступки восставшим и снять с должности многолетнего канцлера фон Меттерниха. Однако затем начались революционные выступления в других частях империи, и с ними он ничего не смог сделать. Через некоторое время нестабильная обстановка вернулась и в Вену. По совету нового канцлера 2 декабря Фердинанд отрекся от престола. Новым императором должен был стать его брат Франц Карл, но того не интересовала политика, и он отказался от короны. В итоге австрийский трон занял сын Франца Карла, Франц Иосиф. Наблюдая за ходом революции, он пришел к выводу, что усиление централизации станет ключом к продолжению существования его империи. Для этого весной 1849 года Франц Иосиф подписал конституцию, по которой все провинции империи лишались автономии, а у Венгрии изымался ряд земель. Тем временем австрийскому канцлеру удалось договориться с Россией о помощи в подавлении революции, и к осени 1849 беспорядки в Вене, а также в Венгрии и Италии окончательно стихли. В первые годы своего правления Франц Иосиф прибегал к реакционному подходу, все больше централизуя власть в Вене, что очень не нравилось элитам в Венгрии, Богемии и Галиции. В начавшейся в 1853 году Крымской войне русский император Николай I надеялся на помощь Австрии и Франца Иосифа, к которому он относился как к сыну. В это время австрийская элита раскололась на два лагеря. Простым языком их можно назвать русофилами и русофобами. Основу русофилов составляли представители аристократии и генералы. Они желали, чтобы Австрия не ссорилась с Россией по мелочам и в полной мере выполнила свои союзные обязательства, за что, к слову, австрийцам обещались гарантия целостности их империи и доля влияния на Балканах. Что же до русофобов, то, хоть их и было меньше, чем русофилов, но среди них был такой мастодонт австрийской политики, как Меттерних, а также фон Буйоль-Шауенштейн, занявший пост канцлера незадолго до начала войны. Русофобы считали Балканы частью австрийской сферы влияния и опасались, что упрочнение позиций России в этой зоне могло привести к постепенному подчинению Австрии русским. В противостоянии между русофилами и русофобами решающее слово оставалось за императором. Он занял позицию последних, не только отказавшись помочь России, но и выдвинув войска к восточным границам, демонстрируя готовность в любой момент напасть на нее. В итоге Россия проиграла войну, а Австрия, так туда и не вступив, не получила ничего, кроме внешнеполитических проблем. Предательство Франца Иосифа привело к потере его единственного сильного союзника, и этим не преминули воспользоваться другие страны. Франция и Сардиния заключили союз и начали готовиться к войне с австрийцами. В 1859 году на границе с Австрией начались странные маневры сардинских войск. При этом император французов Наполеон III заверил Франца Иосифа, что не замышляет никакой войны. Тогда австрийцы объявили войну Сардинии, за которую неожиданно для Франца Иосифа вступилась Франция. Все это было хитрым планом французов и сардинцев. Дело в том, что в тот момент у Австрии имелись только оборонительные соглашения со странами Германского союза. То есть наступательная война означала, что австрийцы не могли призвать союзников. В ходе начавшейся австро-итало-французской войны Франц Иосиф решил лично возглавить свою армию, и это привело к череде неудач, закончившейся полной катастрофой в решающей битве при Сольферино. Поражение в этой войне стоило австрийцам Ломбардии. Сардиния получила еще одно приобретение в виде Центральной Италии, но лишилась Савойи и поссорилась с Францией. Франц Иосиф решил использовать это и начал подготовку к реваншу. Осенью 1860 года его планы сорвала гарантия русского императора Александра II, направленная на защиту Сардинии от австрийской угрозы. 4 года спустя Австрия совместно с Пруссией сокрушила Данию и получила во владение Гольштейн. Тогда Франц Иосиф еще не подозревал, что это был первый шаг пруссаков к объединению Германии. Именно Австрия стала их второй целью. В 1866 году Пруссия, заручившись помощью Италии, объявила войну австрийцам.
В этот раз им помогали члены Германского союза, но их усилий было явно недостаточно для ведения войны на два фронта. После 7 недель боев Австрия капитулировала и лишилась Венеции и Гольштейна. Что касается Германского союза, то он был распущен и частично аннексирован Пруссией. Победа в этой войне дала Пруссии возможность продолжить объединение немцев под своим началом, а Австрия и Франц Иосиф навсегда утратили влияние на них. Примерно в это же время он наконец понял, что его реакционный подход не обеспечивает политическую и финансовую лояльность многонациональной элиты. В результате переговоров с самым недовольным народом, венграми, в 1867 году Венгрия была уравнена в правах с Австрией в реформированной Австро-Венгрии. Взамен венгры согласились на коронацию Франца Иосифа как их короля Ференца Йожефа. Они ей противились со времен восстания 19-летней давности. Это было начало политики общих усилий, направленной на восточные земли. Вслед за венграми стали получать определенные привилегии народы Богемии, Галиции и Лодомерии. В то же время, когда румыны из Трансильвании попросили Франца Иосифа предоставить им большую автономию, он не обратил на них внимания. В 1870 году началась франко-прусская война. Генералы призывали Франца Иосифа к союзу с французами и мести Пруссии, но он отказался из-за неприязни к Наполеону III и нежелания венгров вступать в этот конфликт. В 1871 году Пруссия победила и объединила Германию. Франц Иосиф продолжал рассматривать Балканы как часть своей сферы влияния и в 1878 году стал одним из инициаторов заключения Берлинского трактата, изменившего условия слишком выгодного для России Сан-Стефанского договора, закончившего русско-турецкую войну. По условиям трактата Австро-Венгрия получила право на военную оккупацию Боснии. Это вызвало огромное недовольство среди местного населения. Боснийский вопрос будет актуален следующие 30 лет. В 1879 году Франц Иосиф примирился с Германской империей, заключив с ней двойственный союз, направленный против России и Франции. Через 3 года этот союз стал тройственным. В 1880-х годах растущее влияние Австро-Венгрии на Балканах сделало Сербию полностью зависимой от воли Вены. Дошло до того, что король Милан I предложил Францу Иосифу купить его страну, но он отказался от этой покупки по 2 причинам. Первой были опасения, что приобретение Сербии пошатнет стабильность, которую Франц Иосиф выстраивал почти 2 десятилетия. А вторая причина была довольно банальной. Франц Иосиф не мог сорить деньгами направо и налево. Неудачи в войнах с французами, итальянцами и немцами нанесли серьезный урон австрийской экономике, и она все еще оправлялась от него. К слову, по соглашению 1867 года половиной казны империи обладала Венгрия, но венгры не захотели финансировать покупку Сербии в ущерб мадьяризации имеющихся у них земель. В целях экономии средств Франц Иосиф проявлял апатию к колониям и отклонял все предложения своих советников по колонизации Африки и Аравии. В результате единственной колонией Австро-Венгрии стала китайская концессия. Всего одна улица в городе Тяньцзинь, которая была передана империи в 1901 году в награду за вступление в альянс 8 держав во время восстания Ихэтуаней. Иногда он соглашался финансировать исследовательские экспедиции. Одна из них в 1873 году открыла землю в Северном Ледовитом океане и назвала ее в честь Франца Иосифа. Жизнь Франца Иосифа была полна семейных трагедий. Первой из них стал расстрел его младшего брата, императора Мексики Максимилиана I, состоявшийся в 1867 году. В 1889 при загадочных обстоятельствах погиб единственный сын Франца Иосифа, Рудольф, а в 1898 году была убита жена императора, Елизавета. Франц Иосиф не показывал свою печаль от утраты дорогих ему людей прилюдно и боролся с ней, всецело отдаваясь делам страны. Он спал всего по 4 часа в сутки, занимаясь самыми важными вопросами империи. Интересно, что ко всем своим делам Франц Иосиф подходил консервативно и противился инновациям, отказавшись от подключения телефона и согласившись на проведение электричества только после долгих уговоров. В 1908 году он дал добро на аннексию Боснии, что спровоцировало кризис,
угрожавший вылиться в большую европейскую войну. Это было как раз то, чего хотело добиться австрийское командование во главе с Францем Конрадом фон Хетцендорфом. Франц Иосиф, в свою очередь, войны не желал и поручил уладить кризис мирным путем. В 1909 году все великие державы признали аннексию Боснии. Это была последняя дипломатическая победа Австро-Венгрии. 5 лет спустя Франц Иосиф понес очередную утрату, а его империя снова оказалась в эпицентре кризиса. 28 июня 1914 года наследник трона Австро-Венгрии и племянник Франца Иосифа, Франц Фердинанд, был застрелен во время визита в Сараево сербом Гаврила Принципом. Франц Иосиф не любил Франца Фердинанда за либеральные взгляды, но был глубоко опечален его убийством, поскольку тот был последним человеком, которому он доверял. Интересно, что это был уже третий наследник, которого пережил Франц Иосиф. Помимо сына и племянника императора, трон мог получить его брат, отец Франца Фердинанда, Карл Людвиг. Но во время поездки в Египет в 1896 году он заболел тифом и скончался. Итак, во вспыхнувшем июльском кризисе военные вновь призвали императора начать войну. Будучи убежденным, что другие страны не будут вмешиваться в конфликт, он принял решение отправить Сербии ультиматум. Это была его большая ошибка, поскольку после того, как Сербия отклонила ультиматум и Австро-Венгрия объявила ей войну, Россия начала мобилизацию армии для защиты сербов. В начавшейся Первой мировой войне Франц Иосиф не стал принимать командование на себя, положившись на свой генеральный штаб. Престарелый император был символом единства империи, и потому солдаты считали его своим вторым отцом. Бойцы разных национальностей также чувствовали, что обязаны ему, своим правам, поэтому были готовы умереть за Франца Иосифа. Все круто изменилось, когда он скончался от пневмонии 21 ноября 1916 года. Кончина Франца Иосифа нанесла огромный урон стабильности Австро-Венгрии и боевому духу ее армии. Империя начала трещать по швам и прекратила свое существование чуть меньше, чем через 2 года. На этом все. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал. А если вы хотите помочь развитию канала, то загляните на наш Patreon. Сим победиши! Кстати, после расстрела его брата, Франц Иосиф до конца жизни не принимал мексиканских дипломатов.